труднодоступных пещерах археологи обнаружили странные захоронения мумифицированных существ, которых объявили останками вымерших породы горных обезьян. Но это было далеко не так. Всем привет! С вами Финемор. Про этот древний народ в горах Тибета очень мало информации, и с каждым годом фактов становится все меньше. Тибет при всей его значимости не то место на планете, которое можно назвать плохо изученным. Все-таки это не джунгли Амазонии или экваториальной Африки, где до сих пор живут племена, ни разу не встречавшие белого человека. Но именно там родилась едва ли не самая удивительная тайна науки 20 века. И сегодня нет точного ответа, инопланетяне или древний народ тысячелетия жил в горах Тибета. В 1962 году китайский профессор Цум Уннуй опубликовал отчет о работе, проделанной им на протяжении 20 лет. Он опирался на открытие, совершенное еще в 1937 году его соотечественником, археологом Чипутеем. Тот описал странные находки, сделанные в горах Баян-Хара-Ула, что на границе Китая и Тибета в провинции Кхам. В труднодоступных пещерах археологи обнаружили странные захоронения мумифицированных существ, которых объявили останками вымершей породы горных обезьян. Рост каждого не превышал 1 метр 38 сантиметров. Черепа были непропорционально большими, вытянутыми. Однако обезьяны, которые способны делать систематические захоронения умерших, нонсенс, а потому археолога подняли на смех. У ног каждого похороненного помещался странный диск, напоминающий грампластинку. Его толщина не превышала 1 сантиметр, а диаметр равнялся 30 сантиметрам. В центре диска имелось круглое отверстие диаметром 2 сантиметра. От отверстия отходил неглубокий желоб. Он опоясывал поверхность диска по спирали и заканчивался у края. На боковых сторонах желоба просматривались непонятные знаки. Материал, из которого были сделаны диски, напоминал гранит, но имел примесь кобальта и еще ряд элементов, которые не смогли определить. Поразил ученых и возраст находки. Им было около 12 тысяч лет. И это только по результатам самого поверхностного исследования. Всего экспедиции Чипутея обнаружила 716 таких дисков. Диски со временем осели в различных музеях Китая, а по поводу странных останков начались ожесточенные споры ученых. В горах на границе с Тибетом и раньше находили скелеты людей очень маленького роста. Таких маленьких людей тибетцы и китайцы издавна называли Кхам и Дроппа. Долгое время считалось, что это полулегендарные, а возможно просто вымершие первобытные племена. Для соседей древний народ не представлял ни угрозы, ни интереса, а потому их делами никто не интересовался. Однако таинственные диски изменили отношение к племенам. Путешествия в эти районы Тибета очень трудны, а сейчас и вовсе запрещены китайскими властями. Но в те годы, до прихода к власти Компартии в Китае, когда об открытии Чипутея только стало известно, ученые еще могли проникать в эти места. Одним из таких исследователей был англичанин Кэрил Робин Эванс. В 1947 году он посетил район, где были найдены эти таинственные захоронения. В изолированной горной долине он обнаружил странное племя. Рост мужчин редко доходил до 1,30 м, а женщины были еще ниже. Антропологически древний народ Дроппа не походил ни на китайцев, ни на тибетцев, ни на монголов. Глава племени Лурган-Ла показал Робину Эвансу диск, как 2 капли воды похожи на найденные Чипутеем, и объяснил, что это теперь предмет поклонения всего племени. Кроме того, вождь поведал удивительную историю народности Дроппа. Они считали себя потомками инопланетян, прилетевшими на Землю тысячи лет назад. Это был не первый визит их расы. В горах Тибета еще 20 тысяч лет назад инопланетяне устроили что-то вроде колонии для изгоев, которых называли Кхам. Вот к ним-то и прилетели Дроппа.
Однако космический корабль пришел в негодность, и визитерам пришлось обустраиваться на новом месте всерьез. Соседи приняли их очень враждебно, и прежде чем Дроппа наладили жизнь, большинство из них были убиты. Вскоре отношения Робин Эванса со странным племенем испортились, и ему пришлось убираться восвояси. Однако историю, рассказанную Лурганом Ла, ученый посчитал столь невероятной, что не рискнул издать книгу о древнем народе Дроппа. Книга «Космические божества в изгнании» увидела свет лишь в 1978 году, уже после смерти автора. Итак, вернемся к Цум-Умнуи. Пока ученые-антропологи пытались разрешить загадку Дроппа дедуктивным методом, он занимался расшифровкой дисков. Результат получился ошеломляющим. Свой отчет Умнуй назвал древние тексты, повествующие о космическом корабле, прилетевшем на Землю 12 тысяч лет назад. Расшифрованные надписи в основном повторяли сведения, полученные Робин Эвансом, разве что история древнего народа Дроппа описана гораздо подробнее. Надо отметить, что китайский профессор ничего не знал об экспедиции англичанина. Как водится, на родине ученому не поверили. Сначала вообще не хотели публиковать его доклад, а затем попросту затравили. Ученому пришлось бежать в Японию, а тему китайские власти засекретили. Но перевод писаний на таинственных дисках все же просочился в Европу, в Бельгию, Германию и Англию. Там стали появляться статьи о народности Дроппа. Правда, из-за тонкости перевода история обрастала совершенно нелепыми подробностями, но уфологи уже ухватились за новую тему. Однако, долгое время диски рассматривались сами по себе, а древний народ Дроппа отдельно. Уфологи полагали, что таинственные артефакты в руки к древним людям попали случайно, а космическими пришельцами антропологи интересовались мало. Время было упущено. В Китае началась культурная революция, Тибет был оккупирован. Попасть в горы Баян-Хараула для иностранцев стало практически невозможно. На все запросы научные учреждения коммунистического Китая отвечали, что профессоров Чипутея и Цум-Умнуи нет и никогда не существовало, а диски из захоронения представителей Дроппа – выдумка. К тому же Нуи в 1964 году скоропостижно скончался, оставив лишь наброски своего труда. Отрицая сами находки Чипутея, китайские власти пытались замести следы. Например, распространили слухи, что загадочные диски были отправлены для экспертизы в Академию наук СССР. Запросы посыпались в Москву, но безрезультатно. Там знали не больше, чем в Европе. Польский профессор Сергей Лолодов нашел в Индии загадочные диски древнего народа Дроппа. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, Сергей Лолодов находился в Уттаракханде, Индия. Там он купил диск, обнаруженный в горах Непала и принадлежащий народности Дроппа. Профессор показал диск Робину Эвансу, и тот узнал их язык и смог идентифицировать артефакт. Последний раз диски попадались на глаза исследователям в 1974 году. Австралийский инженер Эрнст Венигер в музее Маньпо даже сфотографировал один из них. К сожалению, Венигер был всего лишь любителем таинственных историй, а не ученым, и ничего не смог добиться от служителей музея. Самое интересное, что спустя 20 лет тот же самый музей посетил известный уфолог Питер Крас, и никаких дисков там не обнаружил. Как не было и никого из сотрудников экспозиции, работавших на этом месте хотя бы 10 лет. Красу удалось разыскать лишь изображение дисков Дроппа в одном из справочников. Но составитель издания уверял, что в нем помещены рисунки глиняных дисков диаметром 1,5 метра, некогда бывших предметами культа. Более того, по словам китайца, никаких Дроппа и Кхам никогда не существовало. Пропали и кости, найденные Чипутеем, и диски, и почти все люди, которые с ними сталкивались. Несколько экспедиций в район, где побывал Робин Эванс, не смогли обнаружить следы загадочного древнего народа Дроппа. Но в труднодоступных горных пещерах археологи нашли удивительные наскальные рисунки. Неизвестные художники искусно вырезали на камне солнце, землю, луну
а также множество созвездий. Несколько звезд образовывают группу, которая очень напоминает систему Сириуса. От одной из звезд тянется пунктирная линия. Она огибает Солнце и обрывается возле Земли. Возраст рисунка был оценен приблизительно в 10 тысяч лет, между тем, как систему Сириуса астрономы открыли только в 19 веке. Может быть, так Дроппа пытались увековечить память о своем происхождении, прежде чем окончательно утратили древние знания своих предков. В 1995 году в китайской провинции Сучань совершенно случайно была обнаружена неизвестная ранее народность. Даже на первый взгляд эти люди были точными копиями Дроппа, описанными Робин Эвансом. Рост 1,20 м, 1,30 см, вытянутые, непропорционально большие черепа, абсолютно не соответствующий региону антропологический тип. Представители карликового народа пытались объяснить, что переселились на новое место из-за гор, но никто из них толком не говорил по-китайски. Так что информация об этих лилипутах скупа и крайне противоречива. Всего странное племя насчитывает 120 мужчин и женщин. Примерно столько же представителей Дроппа было во времена экспедиции Робин Эванса. Кстати, сохранение численности популяции на протяжении долгого времени является характерным признаком изолированных народностей. Китайцы не спешат делиться информацией и помогать в исследованиях. Их версии по-прежнему сводятся к тому, что племя Дроппа никогда не существовало, а низкий рост обитателей деревушки объясняется исключительно высокой концентрацией солей ртути в местных источниках. Даже самого автора сенсации профессора Чум Унь-Нуй на родине называют мистификацией, утверждая, что такого имени у китайца быть не может. Это больше похоже на попытку перевести имя с японского языка. Весь этот туман, который напускает на историю с древним народом Дроппа в Пекине, наводит на мысль, что китайские власти скрывают неспроста. Слишком старательно они пытаются объявить народность потомков звездных пришельцев вымыслом. А если в КНР не только смогли расшифровать каменные диски Дроппа, но и добыли какую-то полезную информацию? Как и раньше, вопросов в истории древних народов Дроппа все еще гораздо больше, чем ответов на них. Ее, как и многие другие секреты науки, похоже, очень тщательно охраняют от разглашения. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.